Здравствуйте. В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне мы получили с вами целый ряд банкнот и сувенирной продукции, посвященной этому юбилею. В частности, да, если все перечислить, перед вами памятная банкнота Национального банка Республики Беларусь, номинал 80 рублей, недавно вышедшая. Потом Казахстан декларировал, заявил выпуск памятной банкноты, но на текущий момент она, насколько я понимаю, еще не введена в обращение, по крайней мере, ее не видно в продаже у продавцов, у дилеров. Была выпущена памятная банкнота Приднестровьем и сувенирная банкнота госзнаком, как бы в коллаборации, в связке с музеем на Поклонной горе, Музеем Победы. Вот. Но сегодня мы говорим об вот этой банкноте. Беларусь, 80 рублей, очень необычный номинал. Ну, необычный особенно для Беларуси. Очень качественно, очень круто сделанный сувенир. Вот, ну, как сувенир я имею в виду вот этот весь продукт. Потому что это вот очень роскошно выглядит. Видите, банкнота в холдере с описанием, и дальше вот в таком вот толстенном картоне монтировано. Но у меня цель сегодня на самом деле извлечь ее отсюда, чего я еще не делал, и посмотреть вживую, во-первых, да, бумагу. Хочется подержать в руках и переложить ее, собственно, в альбом, свой альбом, посвященный банкнотам Республики Беларусь. Продолжить, так сказать, потому что я все, что каким-то образом упаковано отдельно, будь то миллениумы, все памятные банкноты, я все перекладываю в альбом. Не знаю, как это достается на самом деле. Если внимательно посмотреть, то буду делать это прямо сейчас у вас на глазах. Здесь вот есть выемка такая. Наверное, вот так вот оно выдавливается. Но надеюсь, что не сломаю. Давайте попробуем. Как-то это же должно оттуда извлекаться. Извлекается с трудом. Хрустит. Даже не очень приятно. Ну, наверное... Опа. Смотрим. Все живо. Все уголочки живы. Это будет храниться отдельно. А что мы здесь имеем? Здесь мы с вами имеем такой вот холдер, очень богатый, роскошный. Это, как я понимаю, напечатка, даже не наклейка пластиковая, напечатана вот этот вот текст сверху. Хочется посмотреть банкноту, как она у нас. Но здесь должно быть, наверное, попроще. Я думаю, что немногие будут проходить этот путь. Все-таки все сделано классно, но вот она. Добрались мы до банкноты. Наверное, этот пластиковый холдер я уберу обратно, все сложу. А вот сама банкнота. Первый раз извлеченная из вот этой своей роскошной упаковки. Ну что сказать. На самом деле до сих пор остается загадкой. Очень красивая вот эта вот полоса с переливающейся. Здесь сейчас солнца у меня не очень много, но в целом это очень здорово. Внизу года переливаются. Идет 45-й, 2025 меняется местами. Вот здесь вот знак, аббревиатура белорусского рубля. BR 80 рублей. Я чуть-чуть... вот смотрите, да, есть все-таки минимальный, да, такой дефект. Но это, мне кажется, не мое, не я. Это при упаковке. Я очень сильно переживал по поводу уголков. Но уголки идеальные, потому что они выглядели здесь, как будто вот этот холдер их закругляет. Но нет, все живо. В общем, вот такая банкнота. Я описывать не буду, что здесь можно только, как бы полностью тогда, что изображено и так далее. Что, на что хочется отметить, обратить внимание, это
вот эти вот журавли, они прослеживаются на огромном количестве. По-моему, на казахстанской банкноте они тоже будут или уже есть. Они есть на памятной банкноте. Вот тема журавлей, не то же самое изображение, а тема журавлей на памятной банкноте. Гознак, которая недавно была выпущена. То есть вот такая достаточно. И, по-моему, на предыдущих тестовых банкнотах я тоже, на тестовой банкноте Гознак, извините, тоже надо будет посмотреть, сделаю отдельный выпуск. И здесь вот я, к сожалению, совсем непонятно, кто принтер. Говорят, что это не Гознак. И, наверное, не похоже на Гознак. Но вот не очень понятно, кто. Это вот до сих пор остается такой загадкой. В общем, это я все хорошо упакую, будет храниться отдельно. А мы давайте с вами переложим банкноту в альбом мой. Этот альбом вы уже много раз видели в нескольких моих роликах. Кто не видел, посмотрите. Я подготовил здесь в конце уже после 200 и 500 рублей. Следующий выпуск, получается, у нас будет. Это будет вот новый абсолютно лист под нее и новая банкнота. Будет храниться вот здесь. Безусловно, этот выпуск не будет каким-то узким местом. Исходя из тиража 80 тысяч экземпляров, он не будет узким местом вот в рамках формирования коллекции Республики Беларусь, но очень необычно с точки зрения номинала, очень необычно с точки зрения дизайна. Такое займет свое достойное место. Я думаю, что и у меня в альбоме, и в ваших альбомах, тем, кому эта тема интересна. А я думаю, что так как я Казахстан непосредственно отдельно не собираю, но казахскую банкноту, безусловно, куплю, и она будет, может быть, даже займет свое место вот здесь вот в альбоме. Вот такой будет тематический разворот, посвященный 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Вот такой у меня сегодня получился обзор. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.